Всем добрый день, с вами Татьяна. Вот я и вернулась после перерыва. Значит, начинаю новый вязальный сезон. И первая модель у меня будет вот такая вот, простые следочки, спицами полностью связанные. Буду вязать все платочной вязкой, все лицевыми петлями. Также можно связать в темном цвете, а в черном будет еще лучше смотреться. Да, вот у меня одни такие. Видео будет у меня сегодня зеленые. Значит, для вязания мне понадобится 2 спицы номер 2,5. Верхнюю часть я буду вязать спицами номер 2,5. Подошву вяжу спицами номер 2,5. Обвязку я делаю спицами номер 3. Я вяжу на круговых спицах, обвязываю. Значит, у меня 3 цвета. Вы можете подбирать любые цвета. Пряжа, как всегда, это акрил турецкий. В 100 граммах 250 метров. Опять же, если можете вязать любой пряжей, если метраж совпадает с моим, то мои расчеты вам подойдут. Ну вот еще что хочу сказать, я пока была в отъезде, я же без вязания не могу, и там купила пряжу, тоже 250 метров, с шерстью, 50% шерсти, вязала мужские носки, набрала как обычно, и они получились у меня очень большие. На 4 петли меньше потом распустила, набрала, поэтому вот я отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Пряжа, метраж одинаковый, а ширина получилась больше, поэтому вот так тоже бывает. Значит, как всегда в процессе вязания, длину, ширину все измерю в сантиметрах, чтобы легче было ориентироваться. Ну вот, вроде бы остальное все сказала. Опять же, сколько где добавить, прибавить в процессе вязания я буду говорить. На 37 размер по верхней части на пару петель мы наберем меньше. У меня 38-39 до 40 проходит ширина. Ну и будем регулировать длину. Свяжем сначала верхнюю часть, потом обвяжем подошву, закончу задником. Обвязка у меня также платочной вязкой. Вот здесь 3 полных ряда. И крючком я прошлась еще один ряд. Вот так вот выглядит. Так, перехожу сразу к вязанию. Значит, готовим спицы. Переходим к просмотрам. На спице номер 2,5 основным цветом я набираю 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И первый ряд сразу провязываю лицевыми петлями. Это у нас будет изнаночная сторона. Все до конца провязываем, а со следующего ряда с лицевой стороны начну сразу вязать узор и делать прибавки. Прибавки у нас будут идти с лицевой стороны. В начале и в конце ряда будем прибавлять по одной петле, расширять мысок. Значит, мы начали вязание с мыска. Так, довязала вот до конца. Кромочную я провязываю, изнаночной провязала. Теперь переходим на лицевую сторону. Сейчас я вам расскажу по схеме. Я нарисовала схему, поэтому кто может вязать по схеме, можете вязать по схеме. Да, я вот сразу даю схему. А так я провяжу вот до повтора. Провяжу попетельный ряд за рядом. Значит, смотрите. Так, что я здесь вот нарисовала? Сейчас сразу пройдемся. Я начала 13 петель. Буду расширять, у меня всего здесь будет 33. На размер 37 оставим 31 петлю в ширину. Если ножка узкая, 38 размер, можете также расширить 31 петля. Опять же, широкая нога, пусть будет 33. Ну вот я их примерила. Ну, нога нормальная, не сильно широкая. На 38-39 прошли нормально. Значит, на 40 размер также 33 оставим по подошве. Потом можем добавить 1-2 петли. Так, высота у меня. Высота 1, 2, 3, 4. 4 треугольника вот таких я провязала. Теперь далее мы будем, вязание у нас разъединиться. Будем по отдельности вязать боковые части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петель у меня. Боковая часть, значит, если у вас будет 31 петля, то на одну петлю здесь получится меньше.
на маленький размер, на 37. В середине также можно оставить не 7 петель, разъем сделать, а 5. Я показываю сейчас схему, по которой я буду вязать. А там уже кому нужно уменьшать, будете уже убавлять по одной петле. Вот сейчас у нас идет первый ряд узора. Лицевая сторона. В каждом ряду, в каждом лицевом ряду делаю по одной прибавке. В конце я через ряд сделаю прибавки, чтобы мыс был немножечко вот более овальный и закругленный. Значит, схема будет на канале, есть сообщество, записи. Графа такая в шапке профиля. Можно там нажать на эту графу, и там будут фотографии, и в карусели сразу схема. Или же в моих соцсетях. Ссылки на соцсети также есть на канале. Или же можете остановить видео и сделать скриншот. А я перехожу к вязанию, начинаю вязать. Значит, у нас сейчас первый ряд. Вместе с прибавкой мы провязываем 5 петель основным цветом. Серый цвет это у меня белый, ну а желтый это желтый. Так, вот так вот. Так, значит, один ряд установочный я провязала. Теперь первый ряд узора провязываем 5 петель вместе с прибавкой. Вместе с кромочной я считаю. Первую сняла, вторую провязала. Теперь одну прибавляю любым удобным для вас способом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь одна петля белым цветом. Все вяжем лицевыми петлями. Одну белую провязала. Далее 3 петли основным цветом. У меня это зеленый. 1, 2, 3 провязала. И опять симметрично у нас идет повтор. Одна петля белым цветом провязали. Осталось у нас 4 петли. Сейчас сделаем одну добавку и будет 5 петель. Точно так же, как было на правой стороне. Провязываем 1, 2, лицевая. Осталось 2 петли. Добавляю еще одну. Не довязывая 2 петель, делаю одну добавку. Предпоследняя лицевая и кромочную провязываю изнаночной. Провязали. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночную сторону мы вяжем без изменений. Все вяжем по узору. Первую снимаем. Далее провязываем все лицевыми. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Нити перебросили, чтобы не было здесь дырок. Подтянули немножко. Белым провязали. Теперь далее 3 петли у нас идет зеленым. Провязываем 3 петли зеленым. Я первые пару рядов изнанку провяжу. Потом я на видео это снимать не буду, потому что много времени занимает. Изнанка вяжется без изменений. Все по узору. Вот так вот. Все лицевыми петлями. Ниточки перебрасываем. Так, довязываем до конца. Простой здесь узор, но на ножке сидят они хорошо. Вяжутся легко. На подарки, да и для себя тоже отличная вещь. А если еще сделать новогодние цвета, так вообще будет супер. Новогодние, рождественские. Так, поехали дальше. Второй ряд. Второй ряд. Опять мы вяжем с прибавкой. Опять у нас идет 5 петель. Первую сняли, вторую провязали. Третью прибавили. 4, 5. 2 петли белых. Петли сильно не вытягивайте, вяжите плотненько, чтобы эти треугольники красивыми были. Середина у нас не изменяется. 3 петли провязываем основным цветом. Далее идет повтор. Опять 2 петли белым. И 5 петель основным цветом вместе с прибавкой. Одну, вторую провязала. Третью мы прибавили. Осталось 2 петли. Предпоследняя опять у нас лицевая. И кромочную провязали изнаночной. Второй ряд закончили. Переходим на изнаночную сторону. Все вяжем по узору. Заканчиваем по изнанке второй ряд. Провязываем все лицевыми петлями. Первые 5 петель зеленым цветом, основным цветом провязала. Далее у меня идет 2 петли белым провязали. Средняя часть у нас 3 петли основным цветом провязываем. И опять повтор. Так, вяжем до конца ряда.
Заканчиваем второй ряд по изнанке. Перебросили, довязали до конца. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд узора вяжем сейчас. Так, третий ряд. У нас опять 5 петель. 5 петель основным цветом провязываем. Первую сняли, вторую провязали, одну сделали прибавку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее белый цвет 3 петли. Всего это треугольник белый. Расширяем, пока не будет 6 петель. 1, 2, 3 провязали. Средняя часть основным цветом 3 петли провязали. Далее перешли вторая половина, 3 петли белым провязываем. Провязали 3 белым и оставшиеся 5 петель вместе с добавкой довязываем основным цветом. Это у нас третий ряд. 1, 2, третья у нас прибавка, четвертая и пятая кромочная. Провязали третий ряд, перешли на изнаночную сторону. Третий ряд заканчиваем по изнанке, вяжем по узору. Перешли на лицевую сторону. 1, 2, 3, четвертый ряд у нас узора. Опять все то же самое, 5 петель вместе с прибавкой провязываем основным цветом. Первую сняла, вторую провязала, третью набросила, четвертая, пятая провязали. Далее 4 петли, добавляется опять 1, 4 петли провязываем белым цветом. Здесь ниточку можно перебросить, чтобы протяжка не была. 4 белым провязали, середина, 3 петли зеленым основным цветом провязала. Далее у нас идет повтор. Опять 4 петли белым провязываем. Провязали 4 белым и оставшиеся петли довязываем основным цветом. Делаем одну прибавку. 1, 2, 3, 4 и пятая у нас кромочная. Все, это у нас четвертый ряд. Провязали, перешли на изнанку, вяжем по изнанке по узору. Довязали, перешли на лицевую сторону. Так, какой-то у нас ряд. Здесь 4, пятый ряд узора. Опять первую снимаем, вторую провязали, одну прибавили. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель основным цветом. Далее 5 петель белым провязываем. Пять петель белым провязали. Далее середина 3 петли основным цветом провязываем. И опять у нас идет повтор. 5 петель белым провязали. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Один, два. Одну прибавку сделали. И довязываем оставшиеся 2 петли. Одна лицевая, предпоследняя, одна кромочная изнаночной петлей, последняя. Значит так, пятый ряд, перешли на изнаночную сторону. Опять все вяжем по узору. Каждый цвет над своим цветом без изменений. Здесь все провязываем лицевыми петлями. Так, здесь вот 5 петель. Ну да, протяжка получается здесь у меня. Можно по лицевой стороне, когда вязать эту большую протяжку, подхватывать, подвязывать. То есть ее, ну, она мне не мешает, честно сказать. Вот так вот я перебросила. И опять провязываю 5 петель.
Так, заканчиваю 5-й ряд по изнаночной стороне, да. Следующий у нас 6-й ряд, это будет последний ряд в этом цвете, в белом. Далее мы будем переходить на контрастный цвет. Так, 6-й ряд. Опять одна прибавка. Первую сняла, вторую провязала, одну прибавили. 1, 2, 3. Так, это что у нас здесь получается? 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 6 петель белым. Все то же самое делаем, как в предыдущих рядах. Провязываем и добавляем по одной петле. Так, здесь ниточку переброшу. Провязываю 6 петель белым цветом. Провязали. Средние 3 петли мы провязываем основным цветом. И опять левая сторона у нас идет повтор. 6 петель провязываем белым цветом. И оставшиеся петли провязываем основным цветом и делаем одну прибавку. Так, провязали 6 петель белым. Осталось у нас 4. Делаем одну прибавку, будет 5 петель. Довязываем ряд до конца. 2 лицевых провязала, одну прибавила. Опять лицевая и кромочная, изнаночная. Все, 6-й ряд мы закончили. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Так, провязала я 6 рядов, да, 6 белых петель. Теперь меняю цвет. У меня сейчас будет желтый цвет. Смотрите, давайте сразу сейчас еще раз по схеме, что я буду делать дальше. Значит, сейчас следующий ряд, это у меня получается, я начинаю треугольник вязать заново. Ну, давайте будем считать его как 7-й, да, 7-й ряд. Значит, опять здесь идет одна прибавка. Следующий ряд я буду вязать без прибавки. Опять одна прибавка без прибавки. То есть через ряд в конце я делаю, как я уже говорила. Здесь у меня желтый цвет, 5 петель основным цветом, и пошел желтый цвет. Начинается все сначала. Кубик только добавляется вот сбоку вот эти загогулины, как их назвать, не знаю. Значит, я сейчас с вами вот начну начало. Далее у нас будет идти повтор. Провяжу вот эту вот часть, и там уже все, все повторяется, как было в начале. Уже далее мысок довяжем самостоятельно. Значит, сейчас что мы делаем? Основным цветом опять с прибавкой провязываем 5 петель. 7-й ряд у нас. Первую сняла, вторую провязала, третью прибавили, 4-я, 5-я. Одна петля желтым цветом. Провязали. Далее 5 петель основным цветом. Зеленый цвет у меня. Провязываю 5 петель. 1, 2. Здесь вот белый цвет. Я его поднимаю вот так вот. Он потом нам пригодится, следующий треугольник. Нить не обрезаю. 1, 2, 3. Желтый цвет перебросим. 4, 5. И одна петля желтым. Все, провязали. Далее середина, 3 петли провязываем основным цветом. Одна петля желтым, или какой там у вас цвет будет другой. Далее 5 петель провязываем основным цветом. Провязали. Одна желтым. Все. И оставшиеся петли, 4 петли, делаем одну прибавку. Провязываем 1, 2, одну петлю прибавили, 3, 4 и кромочная 5-я. Все. Провязали. Теперь перешли на изнаночную сторону. Изнаночную сторону мы вяжем по узору. Я с вами уже изнаночную сторону проходила, показывала, поэтому провязываем этот ряд самостоятельно до конца изнанку. Заканчиваем 7-й ряд по изнанке. Перешли на лицевую сторону. 8-й ряд узора. В этом ряду я прибавку делать не буду. Значит, первые 4 петли
провязываю основным цветом. Первую снимаю, вторая, третья и четвертая провязали. Одна желтым контрастным цветом провязываем. Нити перекрутила здесь, провязала одну желтым. Далее 5 петель провязываем основным цветом. Здесь нити перебрасываю по лицевой стороне, а по изнанке у меня получается протяжка. Пять провязала основным цветом, 2 петли желтым, прибавляется 1 петля. Провязали. У нас начинается точно такой вот треугольник, как мы вязали в самом начале. Провязали. Далее средняя часть у нас 3 петли основным цветом идет. Провязываем. Левая сторона, повтор правой. Вяжем симметрично. 2 желтым провязали, 2 контрастным цветом провязали. Далее в середине у нас 5 петель основным цветом. Провязываем. 1, 2. Ой, слетела. Так, провязали 5 петель основным цветом. Далее 1 петля желтым контрастным. И осталось 4 петли основным цветом. Довязываем ряд до конца. Это у нас 8-й ряд. Здесь у меня прибавок не было, как я уже говорила. Довязала кромочную изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Перешли на лицевую сторону, 9 ряд узора. Провяжу, пока не закончатся прибавки, чтобы не было вопросов потом. Значит, 9 ряд, первые 4 петли вместе с прибавкой провязываю основным цветом, считаю вместе с кромочной. Первую снимаю, вторую провязали, одну прибавила, третья, четвертая основным цветом провязали. Далее 1 петля желтым цветом перебросила здесь нить, контрастным цветом 1 петлю провязала. Далее 5 петель основным цветом. 1, 2, 3, нить перебросила, 4, 5, провязали. Далее 3 петли желтым провязываем контрастным. Провязали. Середина у нас 3 петли зеленым провязываем основным цветом. Далее левая сторона у нас идет повтор. Так, провязываем левую сторону. Значит, что у нас сейчас идет? 3 петли желтым цветом контрастным довязываем. Далее 5 петель основным цветом провязываем. Пять петель провязали, 1 контрастным цветом желтым провязала, осталось 3 петли, добавляем 1, провязываем 4 петли, получается, 1 провязала, не довязывая 2 петель, сделала 1 прибавку, 1, 2, 3, 4, все, 9 ряд, лицевая сторона мы провязали. Переходим на изнаночную сторону, заканчиваем по изнаночной стороне. Все, вяжем по узору без изменений. Каждый цвет над своим цветом. Перебрасываем нити и довязываем изнанку. Подтянули, опять перетянули, перебросили. Так, заканчиваем 9 ряд. Перешли на лицевую сторону. Далее у нас 10 ряд узора. В этом ряду прибавки у меня нету. Как я уже говорила, я последние 3 прибавки, 1, 2, 3, делаю через ряд. И он вот более такой овальный, закругленный получается. Значит, 10 ряд узора, поехали. 3 петли основным цветом. Первую сняла,
вторую провязала, третью провязала. Далее 1 желтым контрастным провязали. Перешли на основной цвет. 5 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Дальше у нас треугольник, прибавляется 1 желтая петля, 4 петли провязываем желтым контрастным цветом. 1, 2, 3, 4 провязали. Средняя часть у нас неизменная, 3 петли основным цветом провязали. И левая сторона мы вяжем точно так же, как вязали правую, только симметрично. Значит, провязываем 4 петли желтым. Далее, что у нас 5 петель основным цветом провязываем. Одна петля контрастным опять, забыла протяжку сделать. Провязали. И осталось по 3 петли. Довязываем ряд до конца основным цветом 3 петли. 2 лицевых и кромочная у меня изнаночная. Это у нас 10 ряд. Провязали, перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Лицевая сторона, 11 ряд узора. Здесь делаю опять я прибавку. Провязываем 3 петли вместе с прибавкой. Первую сняла, вторую провязала, третью прибавила. Все, 3 петли основным цветом. Далее вяжем по узору, по схеме. 1 желтым контрастным провязали. 1 петля основным цветом провязали. И опять 1 желтым контрастным провязали. Основной цвет перешли, провязываем 3 петли основным цветом, зеленым 1, 2, 3 провязали. Далее 5 петель желтым провязываем. Все, закончили. 5 петель желтым провязали. Теперь середина у нас 3 петли идет основным цветом, провязали. Левая сторона у нас повтор симметричный. Провязываем 5 петель желтым цветом. Пять желтым провязали. Далее 3 основным цветом провязали. 1 желтым. 1 желтым провязали, 1 зеленым основным цветом провязали и опять 1 желтым. Все провязали. Осталось у нас 2 петли. Значит, делаю 1 прибавку сейчас сразу. 1 лицевая и 1 кромочная, изнаночная. Так, это у нас 11 ряд. Провязали. Перешли на изнаночную сторону, провязываем до конца по узору. Перешли на лицевую сторону, 12 ряд узора. Значит, в этом ряду у меня прибавки не будет. Всего у меня сейчас 31 петля. Если, как я уже говорила, размер маленький, можете так и оставить. Я добавлю в следующем ряду еще по одной. И у меня будет всего 33. Значит, на 38, 39, 40, 33. Ну, я вяжу плотно, поэтому вот смотрите, у меня 31 петля, и это вот 10 сантиметров получилось, да? Вот так вот. Сейчас давайте я сразу вам вот так вот в сложенном виде померяю. Вместе с подошвой, вместе с обвязкой. 10. До обвязки здесь 8,5. Вместе с обвязкой опять 10. Ну, а мысли сейчас довяжу. Длину мыса замерю вам. Сразу вот до пятки. 20. 23 в спокойном, даже 24 у меня получилось вот, до 5. Так, забежала наперед. Значит, 12 ряд узора я вяжу. Первую снимаю. 4 петли основным цветом. 1, 2, 3, 4. 1 желтым.
Далее 3 петли основным цветом. Шесть петель. Это последний ряд у нас треугольника. 6 петель провязываю контрастным желтым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали все. Теперь средняя часть опять 3 петли провязали основным цветом. И далее у нас повтор в симметричном виде. 6 петель вяжем, что у меня голос пропадает. 6 петель желтым контрастным. 1, 2, 3. Нить перебросила. 4, 5, 6. Провязали. Перешли на основной цвет. 3 петли провязываем основным цветом. 1, 2, 3. Провязали. 1 желтым контрастным. Провязали. Основной цвет перешли. Оставшиеся 4 петли провязываем основным цветом. 1, 2, 3. И кромочная, изнаночная провязала. Так, все, это у нас какой получился 12 ряд. Я закончила. Все, перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Так, закончили по изнаночной стороне вязать 12 ряд. Теперь у нас начинается повтор вот с самого начала. Все, далее мысок вяжем самостоятельно. То, что вы все любите. Смотрите, сравниваем. Ай, что я здесь сделала? Провязала я с вами вот полностью 2 треугольника. Закончили мы вот эту вот фигуру боковую. 12 ряд остановилась. Далее, если размер маленький, значит, я вот здесь остановилась. Останавливаемся вот здесь. Больше прибавок не делаем. Я сделаю сейчас еще по одной прибавке на 39 размер. У меня будет 33 петли. Далее начинается у нас повтор. Треугольник. Вот отсюда повтор, да? Вот все то же самое. Опять только переходим уже на другой цвет. Можно любыми цветами вязать. Можно каждый треугольник другим цветом вязать. Как вам угодно. Все, повтор. Вяжем. Провязываем еще сейчас 2 таких же узора. 2 треугольника. Я к вам вернусь. Довяжем мысок до конца. И перейдем на боковую сторону. Так, все, да? Повторяем узор. Довязываем мыс. Закончили вязать мысок. Значит, высоту у меня, если вот по изнаночным вот этим вот рядам, дорожкам посчитать, получается 26 дорожек. 1, 2, 3, 4 ряда узор по 6 рядов. Это будет 24. Один ряд у нас внизу 25. И вот последний ряд 26. Значит, последний ряд я начала новый узор вот сбоку вязать. Средние петли я провязала основным цветом. Разделила вязание. Средние 7 петель взяла на запасную булавку, по 13 на боковых спицах. Сейчас я начну вязать боковые стороны, начну вязать с правой. Продолжу вязать. Довяжу до пятки, перейду на левую. Давайте сразу замеряем высоту мысок в сантиметрах 12. И ширина у меня 10,5. Вот. Так, теперь далее продолжаю вязать по схеме. Теперь 13 петель у меня боковая сторона. Одну петельку я вот здесь в последнем ряду провязала. Теперь вяжу только вот этот боковой узор. Провяжу сейчас боковую часть 24 изнаночных дорожки у меня будет до пятки. Потом в конце, когда я буду делать обвязку, у меня здесь добавится еще один ряд. Значит, на размер 38 оставьте на один ряд меньше. На 37 еще один ряд меньше длину. А на 40, допустим, еще один ряд прибавьте. То есть у меня 24, 25 сделайте. Вот так вот. Если есть возможность, конечно, желательно примерить длину. Потому что плотность вязания у всех все равно разная, так думаю. Значит, теперь продолжаем вязать. Вот точно так же по узору продолжаем вязать вот эту боковую часть. Так, что у нас здесь? Теперь нам схема уже не нужна. Смотрим вот на низ и продолжаем вязать 13 петель на спице. Первую снимаю,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель я провязала. Теперь что у нас сдвигается на одну петлю этот узор? Одна петля белым провязываем. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4 и пятая петелька провязываю изнаночной. Все, развернулись. Опять точно так же изнаночная сторона мы вяжем все по узору, как вязали весь мысок. Первую снимаем, оставшиеся петли провязываем все лицевыми, без изменений. У нас изнанка, ниточки перебрасываем, предыдущую нить я поднимаю, довязываем до конца. На 13 петлях буду вязать всю сторону без всяких прибавок, без изменений до самой пятки. Довязали до конца, развернулись на лицевую сторону, продолжаем вязать по узору опять. Теперь у нас здесь сколько остается петель? 4, 5, 6. 6 петель провязываем основным цветом, одну петлю провязываем белым, так, 6 провязали, нити перебросили, одну белым, опять продолжаем вязать оставшиеся петли, довязываем основным цветом, кромочную провязываем изнаночной, развернулись на изнаночную сторону, провязываем по узору, развернулись опять на лицевую сторону, продолжаем вязать по узору. Было у нас 3 петли, теперь добавляется теперь четвертая. Вяжем, смотрим или в схему, или вот на нижнюю часть. 1, 2, 3, 4, 5 провязали, 1 петля белым, 5 зеленым провязали основным цветом, 1 белым, и оставшиеся петли все провязываем основным цветом. Все, довязали до конца, кромочную провязали, по изнаночной стороне опять разворачиваемся, вяжем без изменений. Вот все. По лицевой стороне продолжаем вязать узор. 4 петли мы отвязала. Теперь далее что у нас идет? По одной петельке с боков и опять одна. Идет повтор. Все, что мы уже с вами провязали. Значит, сейчас я провяжу. Ну, одинаково показывать не имеет смысла, потому что я это уже с вами провязывала. Провяжу сейчас до пятки. Нужную длину у меня будет 24 ряда. К вам вернусь. Провяжем вторую сторону и пойдем вязать дальше. Значит, вяжем длину до пятки. Встретимся. Довязала до пятки правую половину. Теперь далее закрываю петли. По 2 петли провязываю вместе. Закрываю петлю на спицу. И опять 2 петли вместе. Провязала, закрыла. И так до конца. Закрыла петли, обрезала нить. В сантиметрах ширина 4 у меня. 11. Ну, это ж растягивается все. Можно до 12 растянуть в свободном состоянии. Вот почти 11. Теперь подвязываем нить, прикрепила с изнаночной стороны. Переходим на вторую сторону. Точно так же вяжем вторую сторону. Продолжаем вязать вот левый узор. Так, здесь 1 петля белым цветом осталась. Продолжаем вязать. Опять все вяжем лицевыми. Провязываем 4, провязала. Теперь далее у нас идет белая. Мы ее провязываем также зеленой основным цветом. Получилось 5 петель. Далее по узору у нас 1 сдвигается. Смотрим вниз. И точно так же вяжем. 1 белым провязали. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все основным цветом.
Все, первый ряд провязали. Изнаночную сторону мы вяжем по узору. И пошли. Второй ряд по лицевой стороне. Также провязываем по узору. Перешли на изнанку, первую сняли, провязываем все лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной, довязала до конца изнанку. Опять переходим на лицевую сторону. Продолжаем вязать все по узору. Заканчиваем вторую половинку. Точно так же закрываем петли. И будем делать обвязку потом всего мыска. Так, опять у нас одна белая петля сдвигается. 5, 6. Получается, мы провязали. Далее одна белым. Продолжаем вязать по узору. Довязали ряд до конца, кромочную провязала изнаночной. Так, все, вяжем вторую половину. Закончили вязать вторую половину, закрыли петли, нить не обрезаем. Далее на круговые спицы сейчас по всему следу, по краю, с помощью крючка буду поднимать петли и набирать. Значит, можно набирать сразу спицы, это кому как удобно. Так, последнюю петлю сразу на спицу перенесла. Теперь по количеству петель, вот смотрите, боковая сторона, я сколько провязала, 24 ряда. Значит, у меня здесь вот по кромке 24 петли, и вот 25 с последнего ряда закрытого. Точно так же здесь у меня было сколько, 26 рядов, 26 петель я наберу. Начало у меня было 13 петель, 13 наберу по переду. И точно так же по второй стороне. Наберу петли, и что дальше сделаю? И провяжу все платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот у меня зубчиков будет, да? Здесь 4, 5, 6. 6 вот таких изнаночных дорожек. На размер 37, 38 провяжите на 1-2 дорожки меньше. Все лицевыми петлями. И лицевая сторона, и изнаночная сторона. Можно вставить полоски контрастным цветом. Значит, первая на спице. Так, сразу крючок под 2 дужки ввожу. Захватила, вытащила. Вытащила, на спицу перевела. Или же можно сразу спицы набирать. Но я привыкла крючком. Вот так вот сразу спицей. Значит, сейчас что делаем? Набираем петли и провязываем высоту. Я провяжу, как я уже сказала, у меня будет 6 изнаночных дорожек. Замерю потом это в сантиметрах. И потом перейдем к подошве. Все, наберем и лицевыми петлями провяжем боковую часть, бортик нашего слитка. Закончила делать я обвязку. Значит, боковая часть у меня получилась, смотрите, 2,5 сантиметра. Теперь перехожу к подошве. Значит, всего у меня петель на спицах 115. Сейчас боковую часть я провяжу. Средние 11 петель я беру на подошву. Буду сейчас расширять ее сразу. Подошву буду вязать также платочной вязкой, все лицевыми петлями. Значит, я провязала боковую сторону, средние 11 петель. Также провязываю лицевыми. Весь ряд до конца провязываю все 11 петель. Так, последнюю также провязала лицевой. Ниточку перевела, подтянула. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаю и опять все петли провязываю лицевыми. А со следующего ряда я начну делать прибавки. В начале и в конце ряда с боковых спиц я буду добавлять по одной петле. Расширим подошву. Развернулись на лицевую сторону. Провязываю опять все эти петли.
теперь с боковой спицы провязываю одну петлю лицевой. Было у меня 11, добавила одну 12, развернулась. Сейчас добавлю одну с этой спицы, будет 13. И в следующем ряду добавлю еще по одной петле. Всего у меня будет на подошве 15 петель. Я расширю. И на 15 петлях буду продолжать вязать полностью подошву до самого конца без изменений. Так, довязала до последней. Последняя лицевая. Добавили петлю с боковой спицы. Провязали лицевой петлей. Подтянули. Перешли на лицевую сторону. Провязываем опять все лицевыми. Довязала ряд до конца. Опять добавляю одну петельку. И еще раз по изнаночной стороне. Опять провязываю и добавляю петлю с боковой спицы. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязание. После того, как расширили подошву, последнюю петлю мы соединяем по методу пятки. Последняя петля с подошвы и петля с боковой спицы. 2 вместе я провязываю изнаночной петлей. Соединила по лицевой стороне изнаночная, перешла на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю лицевыми. И последнюю петлю я соединяю лицевой петлей. 2 вместе провяжу. Так, довязываю до конца. И последнюю петлю плюс петля с боковой спицы провязываем лицевой. Довязала. Вот она, последняя петелька. Две вместе провязала лицевой петлю. Все. Переходим на лицевую сторону. Опять провязываем все петли лицевыми. Последнюю и петля с боковой спицы провязываем вместе. Значит, сейчас таким методом вяжу всю подошву до последней петельки. Там к вам вернусь и перейдем на пятку. Вот такая вот подошва получается. Так, вяжем, заканчиваем подошву. Довязали подошву до конца. Значит, у меня осталось вот по одной петельке. Здесь сейчас я это сделала, закрою и перейду, буду вязать пятку. Так, закрыла последнюю петлю. Значит, для удобства я сейчас по боковым сторонам наберу петли с 2 сторон. Один ряд по изнанке провяжу и буду соединять, вязать пятку, соединять боковые петли точно так же, как я вязала подошву. Значит, у меня здесь получилось с этой стороны 18 петель подняла, а с этой 17. Вот так вот у меня получилось. Теперь я крючком поднимаю вот петельку и на спицу. По 2 дужками вела крючок, подняла петлю. Если у вас бортик был, боковушка короче, меньше рядов, то есть, то у вас и петель, конечно, будет меньше, чем у меня. Так, набираем петли по левой стороне, а потом по правой. Набрали петли, переходим на изнаночную сторону. И теперь все петли провяжу лицевыми. И точно так же наберу на второй половине петли. И потом уже перейдем, будем соединять петли по пятке. Значит, сейчас боковую сторону и петли подошвы провязываем 2 спицы лицевыми петлями. Провязали все петли. Теперь набираю на второй стороне. Опять ввела крючок. Достала петельку. И на спицу перенесли. Под 2 дужки ввожу крючок. Набрали петлю. Наберем петли и обратный ряд по лицевой стороне я вернусь, провяжу все изнаночными теперь. По изнанке я там вязала лицевыми, а теперь по лицевой стороне я буду провязывать все изнаночными. Так, набранные петли, как я уже сказала, провязываем все изнаночными. Так,
провязали. Теперь средние 15 петель на пятку оставляем и продолжаем вязать пятку. Значит, сейчас провязываю 15 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 петля. Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Все, как вязала подошву, так продолжаю вязать пятку. Перешли на изнаночную сторону. Вот этот шов у нас продолжается. Первую снимаю, опять провязываю оставшиеся петли и 15 петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 петля. 2 вместе по изнаночной стороне соединила лицевой петлей. Все, развернулись на лицевую сторону. Опять первую снимаем. Оставшиеся петли провязываем все платочной вязкой лицевыми. И последнюю соединяю изнаночной петлей по лицевой стороне. Значит, так я буду вязать весь задник, не довязывая 6-7 петель. Я к вам вернусь, сделаю несколько убавок ближе к верху, немножечко убавлю пятку. Все, значит, сейчас что делаем? Заканчиваем пятку, вяжем, соединяем боковые петли. Значит, осталось у меня 6 петель на боковой спице. Сейчас я в начале и в конце ряда буду делать по одной убавке. Сделаю по убавке, потом провяжу изнаночный, лицевой, изнаночный, опять сделаю убавку. Получается 1, 2, 3. Через 3 ряда буду повторять. Убавлю, пока у меня на спице не останется сколько? 7 петель. Значит, первую снимаю, вторую провязала, далее 2 петли провязали вместе. И также убавлю 1 петлю в конце ряда. Так, осталось 3 петли. 4 петли оставляем. 2 провязываем вместе. 1 лицевая. И последнюю закрываю с петлей с боковой спицы. Так, убавили. Теперь далее провязываю без изменений все лицевыми петлями и опять сделаю убавку через 2, еще 2 ряда провяжу, сделаю убавку. Значит, вяжем, убавляем петли кверху. Можно меньше убавить, всего пару раз, можно больше убавить. Это вот для чего я делаю убавки, чтобы лучше сидел задник и не был сильно широкий верх. Поэтому я вот здесь убавляю петли. Так, развернулись, вяжем. Довязала пятку до конца, закрываю петли. У меня последняя убавка вот в последнем ряду получилась. Значит, я здесь сейчас сразу закрываю по 2 петли. И 2 раза закрою по 3 петли. Вот так получилось. Еще 1 раз я убавила. Если размер был маленький, то можно всего лишь по одной убавке сделать. Значит, сейчас я буду обвязывать верх, набирать петли. У меня будет 63 петли. Так, последние 2 петли осталось. Закрываем. Так вот крючком здесь. Так, дальше на спице номер 2,5. Я по всему верху наберу петли, но набирать буду не под 2 дужки вводить крючок, как я обычно делаю, а под 1 дужку. Вот смотрите, косичка проходит у нас такая, вот в середину крючок ввела и под заднюю набрала петельку.
Почему так? Чтобы я в этот раз буду вязать не в 2 слоя, а в 1 слой. Платочной вязкой буду делать обвязку сейчас, чтобы она не отворачивалась, а сидела хорошо. Поэтому я вот так вот сделаю. Смотрите, подняла одну заднюю дужку, захватила нить, все, набрали, подтянули хорошо. Опять вот в звено ввела крючок, захватила нить, набрали петельку. Значит, набираем петли. Те петли, которые вот у нас были на запасной спице, мы сейчас их провяжем. Ну, все по порядку. Значит, так, по одной набираю. Кому удобно это делать спицей, можно это делать спицей. Так, плотненько набрала боковую сторону. Теперь пришла к середине. Незакрытые петли мы провязываем. Значит, здесь вот, чтобы не было дырочки, можно поднять одну петлю промежуточную и провязать ее вместе с остальными петлями. Так, 7 петель я провязываю и точно так же продолжаю набирать на второй стороне. Так, перешли на вторую сторону. Так, опять ввожу крючок, захватила нить, подтянули, набрали все. Значит, наберем петли и провяжем 5 рядов. 1 изнаночный, 1 лицевой, 1 изнаночный, 1 лицевой. Все платочной вязкой. Так, набираем. Заканчивая набирать петли. Вот последнюю ввела крючок между дужками, то есть в звено, в косичку. Все, набрала все петли, 4 спицы. Теперь далее, как я уже сказала, первый ряд провязываю все изнаночными, далее лицевой, изнаночный. Всего у меня будет 5 рядов. Провяжу, закрою петли и сделаю обвязку крючком. И на этом будет все. Все, провязываем все платочной вязкой. Петли здесь у меня перекрученные получились, поэтому я одна под низу захватываю, одну сверху. Когда набирала, не сильно внимательная была, как вытягивала. Так вот, все, вот так вот получается. Смотрите, чисто все, аккуратно. Значит, вяжем обвязку, делаем. Провязала 5 рядов, далее закрываю петли, по 2 петли закрываем вместе, и на этом будет все. При желании можно сделать обвязку крючком, а можно и так оставить. Так, последние 2 петельки закрыла, и вот в последнюю петлю соединим. Теперь хвостик вывели на изнаночную сторону. И здесь под ниточками протянули и закрепили. Вверх-вниз, вправо-влево. Вот у меня нитка запуталась. Ну вот и все. Закончили делать обвязку. Вот такой верх получился. Далее можно обвязать рачьим шагом. Я вот так вот сделала обвязку. Сейчас даже несколько шагов покажу, как я обвязывала. Подвязала белый цвет. Теперь провязала 2 петли. 1, 2, 3 воздушных петли сделала. Далее ввожу крючок
между двумя петельками, захватила ниточку, опять захватываем ниточку, протянули и через одну петлю прикрепляю. Опять 1, 2, 3. Ввела крючок, захватила нить, вытащила через одну петлю, опять ввела крючок, вытащила петлю, опять захватила петлю, через 2 протянула. 1, 2, 3 воздушных петли сделала. Ввела крючок, опять захватила нить, закрепила. И опять через одну петельку и так я буду делать обвязку. Ну, а вы можете сделать любым другим способом. Можно не обвязывать. Такие вот зубчики у меня получаются. Все, девочки, на этом я сегодня буду заканчивать. У меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Всем пока-пока. До новых встреч.